Друзья, всем привет! Готовлю пасхальные куличи на сдобно-дрожжевом тесте. Куличи получаются очень пышные и вкусные. Это идеально сдобно-дрожжевое тесто. Оно очень мягкое, как булочка. Это мой самый любимый рецепт куличей на дрожжевом тесте. В этом рецепте все идет в меру. Изюм, тесто и глазурь. Глазурь на сгущенном молоке очень вкусная, она не прилипает к рукам и не трескается. Идеальная глазурь в этом рецепте. В яйца добавляю теплое молоко, сахар, соль. Кстати, дрожжи у меня вот такой фирмы. Это турецкие дрожжи фирмы Юва. Добавляю дрожжи и ванилин. Все тщательно примешиваю миксером, чтобы дрожжи полностью разошлись в яйцах с молоком. Я работаю с миксером, потому что так быстрее. Вы можете все делать обыкновенным ручным венчиком. Вот такая дрожжевая пена уже поднимается. Это говорит о том, что дрожжи хорошие и рабочие. Вот такое обмякшее сливочное масло, которое я предварительно разогрел в микроволновой печи. Вы можете разогреть просто на плите. Сливочное масло не менее 72,5% жирности. Добавляю сливочное масло и недолго перемешиваю миксером. На этом этапе долго вымешивать не надо, достаточно просто перемешать. Всыпаю сразу всю пшеничную муку. Пшеничная мука высшего сорта. И сначала просто перемешиваю все лопаткой, чтобы мука основательно вмешалась в жидкие ингредиенты. Вот такое сдобно-дрожжевое тесто после того, как я перемешал лопаткой. На этом этапе можно также перемешать большим ручным венчиком. Далее все вымешиваю миксером насадкой по тесту. Не менее 3 минут. Вот такое сдобно-дрожжевое тесто получилось. В коричневый изюм всыпаю муку. И все перемешиваю лопаткой, чтобы мука полностью вмешалась в изюм. Это делается для того, чтобы изюм равномерно распределился по тесту. В тесто всыпаю весь изюм и перемешиваю все миксером, насадками по тесту. И если у вас нет насадок по тесту, перемешать можно также просто вручную лопаткой. Я обычно перемешиваю и работаю с миксером, потому что с миксером получается все быстрее. Изюм я предварительно промыл и обсушил. Вместо изюма можно также использовать курагу, чернослив, либо цукаты. Сдобно-дрожжевое тесто с изюмом на куличи готово. По тесту видно, оно мягкое и хорошо перемешивается, без крупинок и без комочков. Это универсальное тесто не только на куличи, но и на булочки, сдобные пироги, ватрушки, пирожки, пончики и плетенки. При помощи удобной ложки и лопатки распределяю тесто по стаканчикам. Размеры и вес стаканчиков я указал в описании под рецептом. Дополнительно мокрой ложкой разравниваю тесто в стаканчиках. Накрываю чем-то стаканчики и убираю на расстойку на 20 минут в теплое место. После расстойки убираю полотенце и сдобно-дрожжевое Сразу видно, что сдобно-дрожжевое тесто поднялось, оно пышное, хорошее. Противень теста убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 50 минут. Вот такие куличи после выпечки получились. Оставляю куличи на столе, чтобы они хорошо остыли. Для глазури в сгущенное молоко всыпаю сухое молоко и тщательно примешиваю миксером. Поначалу глазурь густая, но со временем она начинает разжижаться. Сгущенное молоко обязательно должно быть теплое. Предварительно подогреть его на плите, либо в микроволновке, как вам удобно. Даже если сгущенное молоко горячее, это очень хорошо. Тогда сухое молоко быстрее и основательнее вмешается в сгущенку. А глазурь получится быстрее. Подогреть сгущенную глазурь можно на любом этапе. И если вы видите, что сухое молоко не основательно вмешалось в сгущенное молоко, просто уберите его еще раз в микроволновую печь, либо поставьте на плиту, хорошенько разогрейте и еще раз перемешайте. Вот такая глазурь на сгущенном молоке у меня получилась. Это, кстати, универсальная глазурь, ее даже можно использовать на пряники вместо айсинга. И она готовится очень просто, быстро. Вкуснее глазури, чем глазурь на сгущенном молоке, просто я не пробовал. Вот посмотрите, это готовность глазури, она вот такая вот при поднятии, какой-то узор должен образовываться. Она гладкая и однородная. И, кстати, хранится сама по себе очень просто в холодильнике. Порционно выкладываю глазурь на каждый кулич и распределяю глазурь по куличу при помощи лопатки. Как только нанесли глазурь на кулич, сразу присыпайте посыпкой, потому что она очень быстро высыхает. Куличи оставляю, чтобы глазурь хорошо подсохла. Можно, чтобы подсохла в холодильнике, а можно просто на столе. Вот такой четкий разрез получился. Люблю, когда в куличах много изюма. Друзья, это настолько вкусный рецепт куличей, что поверьте, если вы его приготовите на Пасху, вы не пожалеете. Эти куличи станут настоящим праздником для вас и ваших близких. Это идеальные куличи с идеальной глазурью на сгущенном молоке. Поздравляю всех с наступающим праздником Светлой Пасхи. Желаю всем добра и благополучия.